Приветствую всех на умном огороде. Скажите, у вас тоже каждый август начинается паническая рассылка по знакомым в стиле «Ради бога, заберите кабачок, мне уже некуда их складывать». Мы из года в год совершаем одну и ту же ошибку. Скупаем тонны одинаковых семян, упахиваемся на грядках, а потом не знаем, что делать с урожаем. Стоп! Забудьте стереотипы. Знаете ли вы, что у тех же кабачков в мишленовских ресторанах Европы едят вовсе не эти огромные плоды, а их гигантские цветы, фаршируя их сыром и жаря во фритюре? Сегодня мы перевернем ваше представление о грядках. Я покажу вам 15 потрясающих необычных овощей, которые вы, скорее всего, никогда не сажаете, но они вам жизненно необходимы. Они растут в 2 раза быстрее классики, стоят в супермаркетах как крыло самолета, а на грядке требуют минимум ухода. Хватит выращивать скучную еду. Погнали! Первый лот нашего топа – капуста пакчой. Забудьте про унылые кочаны, которые растут полгода, пока их жрет вся гусеничная фауна района. Пакчой – это азиатский спринтер для ленивых. 30 дней от сходов до тарелки. Месяц, и у вас в руках глянцевый инстаграмный шедевр. Самое крутое, что эта крошка обожает прохладу, так что она идеально приживется вообще везде, от Сибири до Северной Европы. Главное, не сажайте ее в сумасшедшее июньское пекло, иначе она решит, что пора заводить детей и уйдет в стрелку. Сеем ранней весной или в августе на пустые грядки. На вкус это мегасочный хруст с легким горчичным оттенком. При этом внутри тонна кальция и витаминов, а калорий настолько ноль, что вы худеете, пока ее жуете. Бросаем на сковороду с чесноком и соевым соусом на пару минут, и вы мишленовский шеф. И зачем после этого мучиться с обычной капустой? А теперь сеанс огородной магии. Наш следующий герой – арбузный редис. Снаружи он выглядит так себе. Блеклый, невзрачный колобок, похожий на унылую репу, которую хочется выбросить. Но стоит разрезать его пополам, и бам! Внутри настоящий взрыв неоново-розового цвета. Инстаграм и ТикТок просто рыдают от восторга. Эта штука – идеальный способ потроллить соседей. Она крупнее обычной редиски, растет без капризов практически в любом климате и шикарно созревает к осени, если посадить ее в июле. Самое приятное, что этот редис не выжигает вам рот. Он сладковатый, очень сочный, а вся привычная редисочная острота осталась снаружи, в зеленой корке. Нарезаете тонкими слайсами, бросаете в салат, и обычное блюдо превращается в кулинарный шедевр из дорогого ресторана. Как вам такой камуфляж? Двигаемся дальше и резко поднимаем глаза вверх. Встречайте, вигна, или, как ее называют в мире, метровая фасоль. Если вы до сих пор тратите дефицитное место на грядках под обычную кустовую фасоль, бросайте это дело. Вигна – это вертикальный гигантизм в чистом виде. Одна такая лиана способна заплести вам всю беседку или забор, выдав тонны урожая. Растет эта шпага с бешеной скоростью. Любит тепло, так что если лето жаркое, она прет как сумасшедшая, только успевай подвязывать. В более прохладных регионах ее просто сажают через рассаду, и она точно так же заваливает стручками. В чем главный кайф? Обычную фасоль чуть передержишь на кусте, и все, жуешь волокнистую проволоку. А у вигны створки остаются нежными, сочными и без этих ужасных ниток внутри, даже когда стручок вымахал на полметра. Вы просто срезаете эту зеленую макаронину ножницами, кидаете на сковородку и получаете деликатесный гарнир. Соседи точно будут заглядывать через забор с открытым ртом. На очереди у нас настоящая инопланетная геометрия – капуста романеска. Посмотрите на нее, это же не овощ, это какой-то космический зеленый фрактал, напечатанный на 3D-принтере. На грядке этот качан выглядит так, будто его подбросили пришельцы, чтобы проверить наше чувство прекрасного. Вырастить это чудо природы ничуть не сложнее, чем обычную цветную капусту или брокколи. Она отлично переносит прохладное лето, любит полив и созревает ближе к осени. Главное – вовремя срезать этот шедевр архитектуры, пока качан плотный и не начал распадаться. Но самое крутое – это ее вкус. Если обычную брокколи дети часто ненавидят, то романеска сметают на ура. У нее нет резкого капустного запаха, она невероятно нежная, с легким, почти ореховым сливочным оттенком. Любимчик шеф-поваров лучших ресторанов мира, который будет расти у вас на даче. Достаточно просто разобрать ее на эти безумные фрактальные соцветия, слегка припустить на пару или запечь с сыром, и кулинарный восторг гарантирован. После космической капусты снова заглянем под землю. Ловите экзотику, которая взорвет ваше представление о корнеплодах – анский клубень ака.
Если вам надоело каждую осень выкапывать тонны банальной картошки, то эти ребята – ваш шанс развлечься. Вы только посмотрите на них. Глянцевые, гладкие, ярко-розовые, желтые, полосатые. Ощущение, будто под кустом припрятали горсть неоновых конфет-леденцов. Над землей этот овощ маскируется под гигантский забавный клевер. Кустики выглядят очень декоративно. Ухода минимум. Вредители к ней вообще равнодушны, потому что просто не понимают, что это такое. Растет она долго, так что выкапываем ее самой последней, уже глубокой осенью, после первых заморозков. А теперь про вкус. Забудьте про пресный картофельный крахмал. Око хрустящее, сочное, со свежей цитрусовой кислинкой. Ее можно мыть и грызть сырой, прямо как яблоки, добавлять в салаты для нереального хруста или запечь целиком в духовке. Тогда кислинка уходит и мякоть становится нежной, сладковатой и слегка ореховой. Настоящий ресторанный деликатес, который выкопали на обычной грядке. Если вы до сих пор воюете на грядках с капризной рукколой, которая чуть что уходит в жесткую стрелку и горчит так, что сводит челюсть, то у меня для вас отличные новости. Знакомьтесь, японская капуста мизуна. Это абсолютный манифест скорости и минимализма. Растет она быстрее, чем вы успеете придумать рецепт салата. Буквально 3 недели от первых всходов, и перед вами шикарный ковер из изящных резных листьев. Но самый главный фокус в том, что мизуна – это бесконечный источник зелени. Вы берете ножницы, срезаете под корень весь куст для ужина, а ровно через неделю на этом же месте вырастает точно такой же пышный пучок. И так до самых заморозков. Вкус у нее потрясающий. Пикантный, слегка перечный, но очень мягкий, без экстремальной горечи. Она делает любой банальный салат из огурцов и помидоров визуально дорогим и безумно вкусным. Посадил один раз в начале сезона и стрижешь витамины все лето без каких-либо хлопот. А теперь поговорим про кабачки, но с точки зрения высокой кухни и философии «ноль отходов». Сорт цукини Кастата романеско. Да, он дает отличные, очень вкусные ребристые плоды с нежной кожей, но опытные огородники сажают его вообще не ради кабачковой икры. Этот сорт знаменит своими гигантскими, невероятно красивыми мужскими цветами-пустоцветами. В то время как обычные кабачки просто сбрасывают эти цветы на землю, здесь они становятся главным деликатесом сезона. Это чистая ресторанная классика. Вы собираете эти огромные желтые бутоны утром, пока они раскрыты, фаршируете их творожным сыром с зеленью, обмакиваете в легкий кляр и жарите во фритюре буквально пару минут. Получается хрустящая, тающая во рту закуска, за которую в ресторанах просят неприличные деньги. При этом сам куст продолжает спокойно растить свои кабачки дальше. Вот это я понимаю. Максимальная отдача от одного растения. Кстати, если вы прямо сейчас удивились и захотели попробовать хотя бы один овощ из этого списка, самое время прожать лайк этому видео. Напишите в комментариях, знали ли вы, что цветы кабачков можно есть, или для вас это тоже кулинарный шок. Ваши лайки помогают продвигать умное садоводство, так что поддержите канал, а мы летим к следующему суперфуду. Если вы думали, что кейл – это просто горькая кудрявая трава для повернутых на диетах, то вы просто не видели тосканский кейл, он же черная пальма. В огороде этот парень выглядит максимально брутально и стильно. Длинные узкие листья цвета грозового неба с текстурой настоящей крокодиловой кожи. Настоящий арт-объект на грядке. Главная фишка этого суперфуда в том, что он абсолютно плевать хотел на морозы. Когда в октябре-ноябре ваш огород превратится в унылое пепелище, эта пальма будет гордо стоять посреди сугробов. Более того, после первых заморозков ее листья становятся только слаще и нежнее, теряя всякую горчинку. Вы можете срезать эту витаминную бомбу прямо из-под снега до самого января. Из нее получаются легендарные хрустящие чипсы в духовке, которые улетают быстрее картофельных, и мега-полезные зеленые смузи. Растет сам, выглядит дорого, зимы не боится, надо брать. Следующий тренд, который захватил весь мир – батат или сладкий картофель. В магазинах он стоит каких-то космических денег, хотя вырастить его на участке – задача для ленивых. И забудьте про кошмары из детства. Никакого колорадского жука, никаких бесконечных окучиваний и прополки до потери пульса. Над землей батат выпускает шикарную густую лиану с листьями в форме сердечек. Она моментально затягивает всю грядку плотным зеленым ковром, под которым просто не могут пробиться сорняки. Настоящая живая мульча. Главное – дать ему побольше тепла на старте и вовремя поливать. Осенью вы просто подкапываете этот ковер и достаете крупные сладковатые клубни.
Из них получается божественное пюре, яркий крем-суп или запеченные дольки, которые гораздо полезнее привычного картофеля. Плюс огород выглядит как дорогая клумба, а не колхозное поле. Пока сосед гнет спину над жуками, вы можете спокойно пить чай, глядя на свои сердечки. А вот этот парень – главный секрет шеф-поваров азиатских ресторанов. Капуста кайлан или китайская брокколи. Вспомните, как мы обычно растим брокколи. Пляшем вокруг нее с бубном 3 месяца. Ждем этот несчастный огромный качан, а он бац, и в один жаркий день уходит в желтые цветы. Все, урожай испорчен, вы плачете. С кайлан таких драм не бывает. У этой капусты вообще не ждут гигантских качанов. Ее фишка – сочные толстые стебли, нежные листья и крошечные бутоны соцветия. Растет она со скоростью бамбука, и срезать ее можно уже через 1,5 месяца после посадки. Вы просто срезаете верхнюю часть стебля, а куст из пазух начинает гнать новые боковые побеги, и так по кругу. На вкус она гораздо нежнее и слаще обычной брокколи, без этой резкой капустной вони. Быстро припускаем на сковороде с имбирем и чесноком, и гарнир ресторанного уровня у вас на тарелке. Фиолетовый стручковый горох. Мы все привыкли к зеленому горошку, который приходится судорожно искать в густой листве, сливаясь с ней глазами. С этим сортом игра в прятки окончена. Его стручки глубокого насыщенного фиолетового цвета. На фоне зеленой ботвы они выглядят настолько контрастно и красиво, что огород превращается в сказочный лес. Если у вас есть дети или внуки, которых тяжело затащить на дачу, посадите этот горох. Они оккупируют эту грядку и будут караулить каждый стручок. Самое интересное, что внутри эти горошины остаются привычными, ярко-зелеными, сахарными и очень сладкими, а сами фиолетовые створки невероятно сочные и без жесткого пергаментного слоя, так что лопать его можно целиком прямо с куста. Идеальный способ добавить ярких красок на грядки и в тарелку без лишних усилий. Так, с ресторанными секретами Азии разобрались. Но что, если я скажу, что следующий овощ нарушает вообще все законы садовой логики? Представьте растение, у которого все привычные части выкидывают, а едят то, что мы обычно отправляем в компост. Настоящий овощ-загадка, который заставит ваших соседей по даче подозрительно долго тереться у забора, пытаясь понять, что за мутант у вас вырос. Встречайте спаржевый салат усум. На очереди у нас, пожалуй, самый загадочный экспонат – спаржевый салат усум. Этот франко-китайский тренд нарушает вообще все законы садовой логики. Представьте салат, у которого вершки просто выбрасывают. Ну ладно, или отдают курам. Вся ценность усуна в его огромном толстом стебле. Представьте себе салат, который вместо нежных листочков решил отрастить мощную хрустящую ногу толщиной с руку. Растет этот парень стремительно, холодов не боится, и вредители обходят его стороной. Видимо, тоже пугаются сурового внешнего вида. Но магия начинается, когда вы счищаете ножом верхнюю жесткую кожицу. Внутри скрывается потрясающий нефритово-зеленый стержень. По вкусу это нечто среднее между молодым огурцом, сельдереем и свежим грецким орехом. Его режут тонкими полупрозрачными слайсами в салаты, маринуют или быстро обжаривают в масле. Хруст стоит такой, что слышно у соседей. Абсолютный деликатес для тех, кто любит удивлять гостей. А теперь спускаемся чуть ближе к земле, потому что там созрел наш 13-й гость – фиолетовая кальраби. Если обычная белокочанная капуста у вас ассоциируется с бесконечной борьбой против слизней и гусениц, то забудьте этот кошмар. Этот шедевр немецкой селекции – капуста, которая решила стать сочной репкой. И выглядит она на грядке, как маленькая фиолетовая летающая тарелка, которая приземлилась посреди ваших сорняков. Растет она фантастически быстро и абсолютно неприхотливо. Ей не нужны какие-то особые условия. Воткнул рассаду весной или в середине лета, вовремя поливал, и к осени у вас готов целый арсенал этих космических шаров. В чем ее главное кулинарное величие? Все мы в детстве любили грызть капустную кочерышку, пока мама резала салат. Так вот, кальраби – это одна гигантская мегасочная кочерышка, только без капли горечи, жестких волокон и остроты. Она сладкая, хрустящая и нежная. Счищайте фиолетовую шкурку, трете на терке с яблоком и сметаной, и у вас на столе идеальный витаминный бомба-салат. Чистый восторг, без лишних усилий. Двигаемся дальше, и на очереди у нас томатило или мексиканский физалис.
Если вы устали трястись над обычными помидорами, посамковать их каждую неделю и молиться, чтобы их не сожрала фитофтора, то томатилла – это ваше спасение. Этот куст растет сам по себе, не требует никакого посанкования, а его плоды созревают внутри забавных бумажных фонариков. Самое крутое, что в отличие от капризных томатов, томатилла вообще не растрескивается от затяжных дождей. Оболочка надежно защищает урожай от непогоды и вредителей до самого момента сбора. Зачем он вам нужен? Это главный и абсолютно незаменимый секрет легендарного мексиканского соуса сальса верде. На вкус плоды кисло-сладкие, с приятной цитрусовой ноткой и пикантным штрихом. Запекаете их в духовке с острым перцем, луком и чесноком, перебиваете блендером и получаете идеальный соус к мясу или чипсам тако, ради которого люди ходят в дорогие латиноамериканские рестораны. Ну и на финал мы оставили настоящий взрыв цвета, который превратит ваш огород в королевскую оранжерею – радужный мангольд. Если вы до сих пор покупаете в супермаркетах дорогой и быстро вянущий шпинат, просто посмотрите на это великолепие. Мангольд – это листовая свекла, которая решила, что она декоративный цветок. Его черешки могут быть кроваво-красными, ярко-желтыми, неоновыми оранжевыми и белоснежными. Эта грядка выглядит настолько красиво, что ее жалко срезать. Но срезать нужно, ведь чем больше вы обрываете крайние листья, тем мощнее куст гонит новые. И так с начала лета до самых суровых зимних заморозков. В еду идет абсолютно все. Сочные хрустящие стебли тушат, запекают и добавляют в супы, а огромные нежные листья идеальны для голубцов или свежих летних салатов. Это бесконечный медовитаминный конвейер зелени, который не требует от вас вообще ничего, кроме восхищенных взглядов. Идеальная жирная точка для умного и красивого огорода. А теперь главный вопрос, который наверняка крутится у вас в голове. Все это выглядит потрясающе, но где мне взять семена всей этой космической экзотики? У меня для вас отличная новость. Лет 10 назад это было бы проблемой. Сегодня вся эта красота доступна на расстоянии пары кликов, в какой бы стране вы ни жили. Вот 3 простых пути к уникальному урожаю. Первый – контрабанда для личного пользования. Ваш лучший сувенир из отпуска. Включаем режим истинного огородного фаната. Поехали отдыхать за границу или даже в другой регион. Забудьте про скучные магнитики на холодильник. Бегом на местный фермерский рынок или в ближайший супермаркет. Тот же томатилла можно купить свежим, привезти домой, аккуратно выпустить семена из плода на салфетку, высушить и вуаля, у вас готовый семенной материал чистейшего оригинального сорта. Нашли в ресторанчике необычный спаржевый салат или фиолетовый горох. Спросите у местных, где они берут семена. Привезенные с путешествий овощи потом растут на грядках с особой атмосферой. Второе. Специализированные онлайн-магазины Rare Seeds. Если до отпуска еще далеко, а дикой экзотики хочется прямо сейчас, ваш путь лежит в интернет. Вбейте в поисковик фразу «редкие семена» или на английском Rare Seeds/Heirloom Seeds. Существуют крутые международные сайты и крупные фермерские онлайн-маркеты, которые отправляют семена почтой. Там эти культуры стоят не дороже обычной редиски, а выбор такой, что можно залипнуть на пару часов. Третье. Маркетплейсы. Самый быстрый способ. Зайдите на любой крупный маркетплейс, который работает в вашей стране. Просто введите название овоща в строку поиска. Тот же пакчой, романеско, кальраби и радужный мангольд сегодня выпускают практически все крупные семенные бренды. А частные коллекционеры с удовольствием продают там свежие семена с доставкой прямо к вашему дому. Наша жизнь порой превращается в такой предсказуемый день сурка, где все катится по накатанной колее: дом, работа, сериалы, диван. Так зачем превращать еще и собственный огород в такую же унылую рутину из бесконечных одинаковых кабачков и картошки? В этой жизни критически важно устраивать бунт против серости и вносить в нее яркие краски. Пусть ваша грядка станет вашей личной кулинарной лабораторией. Удивляйте себя, шокируйте соседей, лопайте неоновый редис и жарьте цветы во фритюре. Все международные названия овощей из сегодняшнего топа я закрепил в описании и в первом комментарии, чтобы вам было проще устроить этот садовый переворот. Напишите, какой овощ взорвал вам мозг больше всего, что точно посадите. Разрушайте скучные стереотипы, включайте умный подход и до встречи в новых видео. Пока!